Hey everybody, this is Daniel Production Channel, Намто Сунауда. Меня зовут Даниил, я живу в России, в Москве, и я изучаю хинди. Многие зрители моего канала удивлялись, что я знаю хинди. Когда я говорю своим друзьям, что я немного знаю хинди, они тоже такие, типа, что, зачем? Я не знаю зачем. Ну, конечно же, причина это Болливуд. Здесь будут ссылочки на реакции на индийское кино. И, кстати, уже не только индийское кино, но еще и бангладешское и вообще видео, связанные с Индией. Сегодня мы поговорим не столько о хинди вообще, сколько о Деванагари. Бан пришел, привет, иди сюда. Что такое Деванагари? Спрашивает эта собака. Я надеюсь, вам тоже интересно, потому что Деванагари это алфавит хинди. Кстати говоря, не только хинди. Переводится как письмо божественного города. Дев. Корень это бог, Нагар это город. Самое интересное в Деванагари это как он выглядит, или оно, он, она, вот из этого. Это письмо часто сравнивают с бельем, развешенным на веревочке. То есть идет такая перекладина, и снизу висят буковки. Имитировать этот стиль, этот алфавит очень легко. Ты просто цепляешь буквы любого алфавита на вот такую палку. Мне тут недавно Тайный Санта подарил книжку про Болливуд, кстати говоря, спасибо большое. И вот здесь вот это как раз заметно, да, кино Инди по-русски написано, но как Деванагари, вот такой перекладина, и идут буковки. Многие буквы очень похожи на русские. Например, буквы А, О, У. Это очень похоже на русскую букву З, которая похожа на цифру 3, скажете вы сейчас, если кто не знает русский язык. Да, это странно. Буква З — это вечно то, что удивляет иностранцев. Слово «зу», вот, да? Вот смотри, есть 3 буквы, и 2 из них получаются номеры. Вот, 3 — это «зя», и 5 это 6. Что это за 36? Но в Индии есть нечто похожее. Это, вот, например, буква А. Часто на заставке ко многим фильмам вот такая вот заставочка возникает. И что это, я не знаю, какое-то свидетельство о сертификации, в общем, какой-то документ. И моя мама называет эту надпись звуком «зю», потому что очень похоже на «зю». «З» и начало «ю». На самом деле это буква а уже потом идет «у» английская. Но с тех пор я тоже называю эту букву «зю». Это не иероглифы, это отдельный алфавит, но сколько в нем букв, кстати, неизвестно. На этот счет идут споры, считать ли какие-то дополнительные буквы буквами, или это буква с крючочком, с точкой. В общем, там целая система. Как можно не знать, сколько у тебя в алфавите букв? Это странно. Но вот такое существует. Иероглифов миллион, да? То есть сколько слов, столько иероглифов. Здесь нет, но кое-что, связанное с иероглифами, все-таки присутствует. Это лигатуры. Об этом буду делать отдельное видео. Лигатуры — это связь нескольких согласных в одну букву, получается, да, то есть пра, мна, то есть вот эти звуки, они пишутся как единое целое. И близкая к этому тема — слоговое письмо, тоже буду делать об этом отдельное видео. Слоговое письмо — это нечто странное. Ты не понимаешь, это к или к, м или ма. Только по контексту. Бан, ты чё хрюкаешь там в кадре, за кадром? То есть, только если ты знаешь, что это за слово, ты сможешь это прочитать. Это очень затрудняет ситуацию. У тебя есть согласное, и тебе нужно подрисовать такую закорючку, которая будет обозначать гласную. Причем гласная — это совершенно другая буква сама по себе. Вот этот монстр, который вы видели на обложке этого видео, это не существует такой буквы. Это я уж так пошутил, что называется. Это очень смешно. Да. Но здесь как раз представлен почти весь выбор гласных применительно к согласной. Согласная «к». И вот ко, ка, ке, ки. Самое странное, что есть цифры и знаки препинания на Деванагари. Есть арабские цифры, есть римские, а есть, оказывается, еще и индийские.
или как их правильно это назвать, деванагарийские. Я их вообще не могу выучить, я не знаю, от чего это зависит, это абсолютно отдельная история, но многие все же используют обычные цифры вместе с деванагари. Но можно встретить тексты, где предложение заканчивается такой чертой. Это либо «а», если в связи с согласной, либо это точка. Так что вот такое мое впечатление о деванагари. Очень необычный, экзотический способ письма. Я пытаюсь это все запомнить, делаю вот такие вот бумажечки, вот, пожалуйста, изю с чем-то еще добавочным. Пытаюсь как-то это тоже запомнить, очень долго получается это делать. Что-то в этом есть, мне вот такой способ очень помогает на самом деле. Пишите в комментариях, насколько вам сложно дается деванагари, если вы учите хинди, если вы его не знаете. Нравится ли вам чисто внешне такой способ письма, если вы знаете хинди. Сложно ли вам дается русский язык, кириллица, насколько для вас сложно вообще запоминать, напишите, какие буквы даются вам сложнее всего. И давайте изучать языки, давайте учить что-то новое. So it was Daniel Production Channel, put likes, click subscribe button, don't forget about notification bell if you haven't clicked this yet, and see you very soon. Ham herahi pyar ke, pir milengi chalte chalte.